За этот год цена биткоина выросла более чем на 140%, чему способствовал запуск ETF, который привлек более 35 миллиардов долларов, победа Трампа на выборах в ноябре и активное накопление со стороны главного кита Майкла Селлера. Но еще одним катализатором, благодаря которому биткоин рос в этом году и пробил заветные 100 тысяч, является процентная ставка ФРС, которую после рекордного повышения за последние 23 года наконец-то начали снижать в сентябре. И буквально через 48 часов нас ждет последнее, самое важное заседание ФРС в этом году, ведь на нем не только сделают третье понижение ставки, но также Пауэлл прокомментирует политику ФРС на следующий год, от которой напрямую будет зависеть биткоин, а также весь фондовый рынок США. Заседание ФРС 18 декабря является ключевым экономическим событием в этом месяце, поскольку уже 20 января в Белый дом придет новая администрация. А если учитывать заявление Трампа, который сказал, что в первый же день повысит пошлины на импортные товары, то это может сильно отразиться на инфляции, политике ФРС, ну и конечно же на инвестициях в рискованные активы. Именно поэтому сегодня в ролике мы максимально подробно разберем, как заседание ФРС повлияет на биткоин, узнаем, насколько понизят ставку в декабре, что по этому поводу думают ведущие экономисты, детально изучим план ФРС на 2025 год, ну и на основе данных по инфляции, безработице, а также ставке ФРС составим прогноз на биткоин, чтобы знать, к чему нам стоит готовиться в последние 2 недели этого года. Плюс к этому мы проведем анализ свежей метрики, чтобы понять, продолжается ли накопление биткоина со стороны крупных игроков, а также я отвечу на вопрос, как добавление микростратегии Майкла Селлера в NASDAQ 23 декабря повлияет на биткоин. Как вы можете заметить, сегодня будет много всего интересного, поэтому с вас обязательно лайк и давайте наберем под видео минимум 3000 лайков, чтобы мы как можно раньше выпустили для вас большой прогноз на 2025 с самыми прибыльными монетами, которые покажут высокие проценты прибыли уже в первые месяцы следующего года. Ну а с вами Влад, вы на канале Coin22, мы начинаем. Итак, дорогие друзья, в преддверии такого важного события, как ставка ФРС, необходимо вовремя получать актуальные новости и непосредственно сами экономические отчеты. А лучше всего это делать в нашем телеграм-канале, где регулярно публикуется очень полезная информация для каждого криптоинвестора. При этом решение ФРС и главные тезисы предстоящего выступления Пауэлла, которое будет в эту среду, первыми получат именно подписчики нашего телеграм. Поэтому, если вы еще не подписаны, переходите по ссылке в описании и подписывайтесь прямо сейчас. Ну а мы давайте начнем с отчетов по инфляции и рынку труда, от которых и будет зависеть решение ФРС. 6 декабря были опубликованы данные по занятости в несельскохозяйственном секторе за ноябрь, и они оказались выше ожиданий. В ноябре было создано в общей сложности 227 тысяч новых рабочих мест, что превзошло ожидания в 220 тысяч, что в принципе считается положительным показателем. Но вот безработица увеличилась до 4,2% и вернулась до летних значений. После этого аналитик фонда Grayscale сообщил, что данные по занятости в США указывают на вероятность снижения ставки ФРС и добавил: сегодняшний отчет о занятости вероятно подтверждает обоснованность необходимости очередного снижения ставки ФРС на ее предстоящем заседании в декабре. При прочих равных условиях более низкие официальные процентные ставки, как правило, оказывают давление на стоимость доллара и приносят пользу другим валютам, включая биткоин. Прогноз аналитика Grayscale поддержали и другие аналитики, которые также заявили, что эти цифры, скорее всего, заставят ФРС снизить ставки в декабре. Ранее Пауэлл говорил, что сейчас в приоритете для ФРС стоит безработица, которую они хотят сдерживать, чтобы не повышать риски рецессии. Поэтому последние данные, конечно же, ведут к тому, что ФРС понизит ставки в декабре. Но что насчет инфляции, которая все-таки увеличилась под конец года? Как это отразится на заседании в среду? По факту данные по ИПЦ 11 декабря совпали с прогнозами, что уже было заложено в реакции рынка акций и крипты, за счет чего биткоин не отреагировал на последние данные по ИПЦ. При этом вероятность на понижение ставки в этом году выросла. После комментариев главы ФРС Кристофера Уоллера он сказал: «Я считаю, что денежно-кредитная политика по-прежнему носит ограничительный характер. Я ожидаю, что снижение ставок продолжится в течение следующего года, пока мы не придем к более нейтральному уровню учетной ставки». Я думаю, вы помните, как в ноябре биткоин упал ниже 90 тысяч. После того, как Джером Пауэлл сказал: экономика не подает никаких сигналов о том, что нам нужно торопиться со снижением ставок. Но последние данные говорят о обратном. И в прошлых роликах я говорил, что Джейми Коутс, это главный криптоаналитик
аналитик Real Vision, прогнозировал, что понижение ставок ФРС увеличит денежную массу М2. Это оборот всех денег в мире, примерно на 20 триллионов долларов в 2025 году, из-за чего такая ликвидность может привлечь в биткоин 2 триллиона долларов капитала. Ведь, как показывают исторические данные, биткоин имеет тенденцию поглощать примерно 10% денежной массы при увеличении М2, за счет чего понижение ставки, конечно же, окажет положительное влияние на биткоин, особенно на длинной дистанции. Если учитывать последние данные по рынку труда, а также инфляции, текущая вероятность снижения ставки на 0,25% 18 декабря составляет 96%. То есть, как вы понимаете, никаких сюрпризов быть не должно. И сейчас индекс доллара движется на максимальных уровнях, но снижение ставки может привести к его падению, что также положительно отразится на цене биткоина. Тем временем биткоин-киты готовятся к заседанию ФРС, о чем сигнализируют высокие торговые объемы и рост цены выше уровня 103 тысячи. Под конец прошлой недели киты снова перешли в режим покупки, согласно данным Material Indicator. Фирма сообщила, FAR Charts отбросил SVD, показав, что киты снова стали размещать рыночные ордера очень больших размеров. Теперь, когда биткоин достиг более высокой концентрации ликвидности спроса, киты могут размещать более крупные рыночные ордера, без проскальзываний, которые они пережили бы в предыдущие 2 дня, когда цена двигалась в диапазоне с более тонкой ликвидностью. И вот эта диаграмма показывает увеличение объема для различных групп китов и уровни ликвидности для биткоина. Во время консолидации биткоина на уровне около 96 тысяч киты провели крупное накопление. По словам криптоаналитика Али Мартинеса, было создано 342 кошелька, которые содержат более 100 биткоинов, когда его цена упала со 104 тысяч до 90 тысяч долларов. Эти данные показывают нам, что крупные инвесторы используют любые возможности, чтобы купить биткоин по более низким ценам. Также к встрече ФРС активно готовятся фонды во главе с BlackRock, потому что ETF фиксируют беспрерывный приток капитала на протяжении уже 2 недель, который превысил 5 миллиардов долларов. И вот как раз таки именно большие фонды знают, когда нужно покупать. Таким образом, сейчас самое время подготовиться к этому важному событию, чтобы не упустить активное движение на рынке и зафиксировать хороший профит перед Новым годом. Тем более, когда вы можете получать лучшие точки входа на различные монеты от аналитиков нашей подписки Coin22 Pro. Благодаря росту на прошлой неделе участники Pro заработали от 75% на сделках по Bitcoin Cash, от 70% на лонгах по HBAR, от 60% на скачке XRP, а также на многих других сделках, поскольку наши аналитики публикуют четкие точки входа и уровни для фиксации прибыли, за счет чего такой формат работы подойдет даже новичкам, ведь дополнительно мы предоставляем пошаговое обучение с информативными видеоуроками и полноценной практикой в сопровождении экспертов. А для всех новых участников Pro у нас есть отличная новость, ведь сегодня начинаются большие новогодние скидки, которые позволят вам получить все преимущества Pro по очень хорошим ценам. Поэтому, чтобы не упустить свой профит на движении рынка до и после решения ФРС, а также получить готовый прибыльный портфель в долгосрок, который мы соберем индивидуально для вас, переходите по ссылке в описании, напишите нам, и вы сразу получите всю подробную информацию касательно подписки Pro. В принципе, если с предстоящим снижением ставки 18 числа все максимально предсказуемо и понятно, то вопросы, как будет действовать ФРС в 25-м и что скажет Джером Пауэлл на последнем заседании в этом году, остаются открытыми. Когда политики ФРС в последний раз делали экономические прогнозы в сентябре, они прогнозировали снижение ставки до диапазона 3,25 и 4,5% к концу 2025 года, что на целый процент ниже ожидаемого уровня на конец этого года. Экономисты Wells Fargo прогнозируют, что следующий раунд прогнозов, который должен быть предоставлен в среду, покажет лишь 3 сокращения на 0,25% в 2025 году вместо 4. Экономисты Deutsche Bank заявили, что если отбросить прогнозы, то ФРС сохранит ставки на прежнем уровне и не снизит их как минимум в течение года. А также есть прогнозы, что ФРС сделает 2 снижения ставок в следующем году. Но как на это может повлиять новая администрация Трампа? Смена администрации президента делает прогноз более рискованным, чем обычно. Траектория инфляции и экономики может зависеть от новых экономических планов самого Трампа, особенно от высоких пошлин, которые он, по его словам, введет для торговых партнеров США в первый день своего правления. Предложения экономистов различаются относительно того, насколько суровыми будут эти тарифы, в какой степени они будут всего лишь тактикой переговоров и какое влияние они окажут на экономику. Многие экономисты предполагают, что инфляция вырастет, поскольку продавцы переложат стоимость новых импортных пошлин на потребителей. Усложняя последствия для ФРС, тарифы также могут нанести ущерб
американскому бизнесу и экономическому росту, что подтолкнет ФРС к снижению ставок для стимулирования бизнеса и сохранения рынка труда. Экономисты Wells Fargo написали, задачей Федеральной резервной системы будет отделить шок со стороны предложения от тарифов и от тенденций спроса на рынке труда, а также инфляции. Все эти открытые вопросы могут подтолкнуть ФРС к большим сложностям в отношении будущих снижений ставок. И по этому поводу экономист Мэтт Коллер заявил, возможность резких изменений в торговой и внутренней политике, вызванных новой администрацией Трампа, является дополнительной неопределенностью и поддерживает более выжидательную политику для ФРС. Конечно, более подробные прогнозы на следующий год мы сможем сделать после выступления Пауэлла, и само собой мы будем разбирать влияние политики ФРС в следующем году в большом прогнозе на 2025, так что не забудьте поставить лайк. Если говорить о влиянии ФРС на цену биткоина во второй половине декабря, оно остается положительным. Как я сказал ранее, киты снова активизируются. Число адресов, владеющих как минимум 1000 биткоинов, стабильно снижалось с 28 до 6 декабря и почти достигло уровня 2000. Это самый низкий уровень с августа этого года. Падение отражало фазу распределения среди биткоин-китов, когда крупные держатели сокращали свои позиции. Крупные игроки всегда влияют на общий тренд, и поэтому за их действиями нужно внимательно следить. 6 декабря данный тренд изменился, и число адресов китов снова выросло. Такой рост указывает на возобновление накопления, а также повышение уверенности среди крупных держателей. Да, по факту это бычий сигнал, однако текущее число китов, которые накапливают, все еще остается на уровне середины ноября. Киты возвращаются на рынок, но их активность еще не такая высокая, как раньше, и это оставляет потенциал для дальнейшего роста. Также за последнюю неделю с криптобирж вывели 40 тысяч биткоинов на общую сумму 3,9 миллиардов долларов. А когда инвесторы покупают биткоин и выводят его с бирж, это говорит об одном: они отправляют его в долгосрочное хранение, что в свою очередь повышает дефицит на рынке, и доступное предложение на биржах снижается, что как правило сопровождается ростом. Но вот в этом видео, а также в большом прогнозе на декабрь, я говорил, что сейчас все идет к закрытию года, и уже на следующей неделе активность на рынке немного утихнет, ведь все готовятся к праздникам. Именно поэтому сейчас стоит следить за индикатором ADX, который помогает определить силу текущего тренда. Индекс ADX показывает, что текущий восходящий тренд биткоина не очень сильный. Это намекает на ограничительный импульс, стоящий за недавним движением цены. Сейчас ADX составляет 22. Этот постепенный рост указывает на некоторое улучшение импульса, но в целом он остается относительно слабым. Значения ADX ниже 20 указывают на слабый или неясный тренд, а значения выше 25 на сильный устойчивый тренд. Таким образом, индекс на уровне 22 показывает, что текущий восходящий тренд слабоват, за счет чего в ближайшее время взрывного роста биткоина до уровня 115 или 120 тысяч мы вряд ли увидим. Тем не менее, биткоин продолжает двигаться согласно моему прогнозу из этого ролика. Тогда я сказал, что у биткоина есть высокий потенциал на то, чтобы закрепиться выше уровня 100 тысяч до конца этого года. На графике мы видим, что биткоин сформировал вот такую локальную восходящую линию, которая обеспечивает рост. И эта линия как раз таки совпадает с 20-дневной EMI. Прошлая неделя показала, что в этом диапазоне наблюдается сильное давление продавцов, за счет чего биткоин может повторно протестировать данную линию в ближайшие 2 недели, чтобы снова вернуться выше 100 тысяч и набирать новый импульс для роста, чему как раз таки может поспособствовать заседание ФРС, так что мы обязательно будем за ним следить. Также хотел бы пару слов сказать о предстоящем листинге микростратегии в индексе NASDAQ 100 уже 23 декабря, ведь есть вопросы о том, как же это повлияет на биткоин. Популярный индекс содержит список 100 крупнейших нефинансовых компаний, включая Amazon, Apple, Nvidia, Meta и другие. Это произошло после того, как 29 декабря компания Майкла Селлера превысила капитализацию в 92 миллиарда долларов, что делает ее 40-й компанией в индексе NASDAQ. По факту, когда в 2020 году компания начала покупать биткоин, она превратилась в так называемый хедж-фонд, и всю свою прибыль и деньги с продаж акций Селлер инвестирует именно в биткоин. Криптоаналитик Уилл Клемент написал: теперь, когда микростратегия добавляется к NASDAQ, каждый крупный пенсионный фонд, суверенный фонд и индивидуальный пенсионный счет во всем мире будет иметь доступ к биткоину. Ранее аналитики ETF Эрик Балчунас и Джеймс Сейфорд сообщили, что за этим последуют чистые покупки акций на сумму не менее 2 миллиарда долларов со стороны ETF, что составляет около 20% от ежедневного объема. Компания Майкла Селлера начала покупать биткоин 4 года назад, и за это время она накопила состояние 43 миллиарда долларов. Ее экспоненциальный рост способствовал постоянному увеличению спроса, что привело к принятию компании во всем мире. При этом цена биткоина недавно пробила новый максимум, и криптоаналитики предполагают, что к концу следующего года биткоин даже может достигнуть уровня 150 тысяч долларов
и выше, в которой микростратегия может сыграть большую роль, особенно после ее добавления в NASDAQ 100. Это событие, вероятно, принесет позитивное настроение во всю криптоиндустрию. И на этом фоне также возникает обсуждение, что в первый же день своего правления Трамп сделает биткоин резервным активом США. В недавнем интервью CNBC Трамп сказал: «Мы собираемся сделать что-то великое с криптовалютой, потому что нам не нужен Китай или кто-то либо еще, и мы хотим быть впереди». А в ответ на вопрос, создадут ли США стратегический резерв биткоина, аналогичный своему нефтяному резерву, Трамп ответил да. Закон о биткоине 2024, предоставленный в июле сенатором Синти Ламис, выступающий за криптовалюту, предлагает казначейству и ФРС ежегодно закупать 200 тысяч биткоинов в течение 5 лет, накопив 1 миллион биткоинов. Резерв будет храниться не менее 20 лет, что позволит изъять из обращения 5% от общего объема биткоина. Конечно, Трамп любит делать громкие заявления, даже после своей победы, но я думаю, что правительству США придется изучить данный вопрос более подробно, чтобы сделать биткоин полноценным резервным активом для снижения госдолга. Но это уже тема отдельного ролика, который мы когда-то сделаем. Так что не забывайте ставить лайки, жать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, и обязательно подпишитесь на наш телеграм-канал, где в режиме онлайн мы будем публиковать главные тезисы пресс-конференции Пауэлла, которая будет в среду. Также в комментариях оставляйте интересующие вас вопросы, ведь мы стараемся отвечать каждому. Ну а вам спасибо за просмотр, всем желаю удачи, до скорых встреч!